Друзья, 10 лет назад я придумал простую, но в то же время гениальную самоделку, которая понравится вам и знакомым рыбакам. Рядом с колокольчиком закрепил невзрачную дужку, и все изменилось. Колокольчики теперь звонят только во время поклевки, все остальное время они молчат. Хотите знать, как это работает и можно ли улучшить? Тогда смотрите до конца, будет интересно. Итак, дужка непростая. Под изолентой находится неодимовый магнит. Если колокольчик примагнитить к дужке, он замолчит. Молчит, потому что стальная дробинка внутри колокольчика тоже примагничивается. В таком положении можно делать забросы, вываживать рыбу, перевозить и хранить удилище. В это время колокольчик будет молчать. Из режима молчания в режим ожидания колокольчик переводим после заброса. Отсоединим колокольчик, и в таком положении он будет находиться до поклевки. При поклевке колокольчик успевает пару раз прозвенеть и примагнититься к дужке. Этого достаточно, чтобы привлечь ваше внимание, даже если вы стояли к удилищам спиной. Идея настолько простая и совершенная, что как минимум заслуживает лайка. Это не все. Чувствительность срабатывания можно настроить под себя. Если расстояние между дужкой и колокольчиком на пару миллиметров уменьшить, колокольчик будет замыкаться после легкой поклевки. И наоборот, если расстояние немного увеличить, колокольчик замкнется после подсечки, либо при уверенной поклевке. Впервые я показал эти колокольчики в видео 6 лет назад. Это те самые колокольчики. Слегка покрылись ржавчиной, но это не мешает. Наверняка единичные фидеристы будут писать гневные комментарии. Дескать, колокольчик и фидер несовместимы. Я не спортсмен, а любитель. И как подавляющее большинство предпочитаю одновременно совмещать отдых, общение и рыбалку. И мне по барабану, кто, на что и как повесит колокольчик. Главное, чтобы они не трезвонили как сумасшедшие, а вокруг по возможности была тишина. Тот, кто согласен со мной, поддержите лайком. Позже я расскажу о нюансах, достоинствах и недостатках, а сейчас соберем новую, улучшенную дужку, так сказать, версии 2.0. Для самоделки лучше подойдет стальная проволока диаметром 3-4 мм, один колокольчик с пружинкой и небольшой неодимовый магнит. Раньше я вытягивал магниты из винчестеров, сейчас можете купить магнит любой формы на AliExpress. Можете, как и я, выбрать в форме таблеток, хотя прямоугольная форма 10 на 5 с толщиной 2 мм подойдет лучше. Ссылку оставлю в описании под видео. С одного края проволочку расплющим и согнем под углом 90 градусов. К лопатке будет крепиться магнит. Другой край тоже согнем под 90 градусов. Нужно укоротить. Размер подгоняю на глаз с учетом длины пружинки. Окончательные размеры вы видите на экране. Если пружинку просто накрутить, она может соскочить. Поэтому можно накрутить и припаять, или просверлить. Лопатка тоже великовата. Сделаем короче. Теперь смотрите. Если толщина проволоки позволяет, сделайте желоб. Что касается пружинки, я поленился включать паяльник. Просверлил отверстие и проделал в его пружинку. Это будет надежно. Теперь берем изоленту, желательно синюю, замотаем неодимовый магнит, а заодно, чтобы не ржавело, заизолируем всю дужку. Вместо изоленты можно использовать термоусадку. Дальше намотаем немного изоленты на вершинку и, не обрывая конец, примотаем к вершинке дужку. Это проверенный способ. Благодаря желобу дужка никогда не провернется и не оторвется. Мне не понравилась белая термоусадка, заменил на синюю с клеевой основой. Дужка и магнит не в одном стиле. Прикроем малярным скотчем вершинку и нанесем немного краски, чтобы все было по фэншую. Вскоре выехали на рыбалку, дужка смотрится как заводская и работает не хуже версии 1.0. Осталось перечислить достоинства и недостатки. Начнем с хорошего. Каждый рыбак хотя бы раз в жизни забывал снять колокольчики перед забросом, которые улетали вслед за кормушкой.
Этот колокольчик не улетит и никогда не потеряется в траве. Вы всегда найдете его на вершинке. Самое важное, вас никто не захочет убить, в отличие от тех, кто, вываживая рыбу, не снимает колокольчик. Если вы отойдете от удилищ и вернетесь через пару минут, то с уверенностью сможете сказать, на каком конкретном удилище была поклевка. Недостаток у самоделки всего один. С ним неудобно рыбачить в лодке. Больше недостатков нет. Наверняка могут появиться вопросы. К примеру, примагничивается ли колокольчик при сильных порывах ветра? Мои настроены так, что не срабатывает, но при повышенной чувствительности, думаю, это возможно. Дальше, бывают ли перехлесты? При хорошем ветре, если плетенка ослаблена, иногда закручивается на кольцах. За примагниченный колокольчик цеплялась крайне редко. Что касается заброса, то перед забросом вы подтягиваете кормушку и смотрите, чтобы плетенка шла через кольца. Дужка с колокольчиком в этот момент находится гораздо выше, что абсолютно исключает какие-либо перехлесты при забросе даже при сильном ветре. И последнее. Может ли намагнититься колокольчик? Ответ – нет. Я 6 лет пользуюсь одними и теми же колокольчиками, и ничего подобного не случилось. Можете смело брать идею на вооружение, делиться с друзьями, не пожалеете. Если кто-то захочет запатентовать или запустить серийное производство, не забудьте отблагодарить автора идеи, то есть меня. На этом все, дорогие друзья, спасибо за просмотр, не забудьте поддержать это видео лайком или дизлайком и подписаться на мой канал.